Солнце медленно клонилось к закату, заливая бескрайние просторы сочных зеленых лугов мягким золотистым светом. Вечерняя прохлада уже начинала постепенно окутывать вершины стройных белых берез, чьи резные листья тихо и умиротворенно шептались под легким прохладным дуновением летнего ветерка. В этом тихом, уединенном и благодатном уголке природы, где само время казалось замедленным и бесконечным, а воздух вокруг был густо насыщен ароматами цветущих полевых трав, медовых цветов и свежей влажной земли, протекала размеренная деревенская жизнь. Двое местных фермеров возвращались после долгих и утомительных дневных хлопот по своему хозяйству в стареньком, проверенном временем автомобиле. Они неторопливо двигались по узкой грунтовой дороге, которая витиевато петляла среди березовых рощ и раскидистых пастбищ. Ничто в этот тихий час не предвещало никакой тревоги, пока первозданную тишину летнего вечера неожиданно не разорвал отчаянный, громкий и полный глубокой боли конский рев. Вдали, среди изящных рядов белоснежных березовых стволов, внезапно мелькнула яркая рыжая масть. Мать-лошадь мчалась на невероятной, почти безумной скорости. Ее мощные копыта с силой взбивали золотистую дорожную пыль, а длинная грива развивалась на ветру, словно бушующее пламя. В ее широко раскрытых глазах читалось не просто обычное животное беспокойство. Это был чистый первобытный ужас, немой крик о помощи живого существа, столкнувшегося с бедой, которую оно было совершенно не в силах преодолеть в одиночку. Лошадь бежала не прочь от людей, как это обычно бывает с дикими или испуганными животными. Она бежала прямо к ним, фактически преграждая путь машине, словно умоляя водителя замедлить ход и вслушаться в ее отчаяние. Она резко останавливалась перед самым капотом, оглядывалась назад, била копытом по дороге в нетерпении, а затем снова делала несколько шагов навстречу автомобилю, издавая надрывные звуки, в которых смешивались гнев, мольба и глубочайшая материнская боль. Что-то действительно страшное произошло в этой тихой роще. И каждая линия напряженного тела животного буквально кричала о том, что дорога буквально каждая секунда. Фермер, сидевший за рулем, моментально понял. Здесь произошло нечто из ряда вон выходящее. Животные крайне редко идут на такой близкий, открытый и полный отчаянного доверия контакт с человеком без самой веской на то причины. Выключив мотор и поставив машину на тормоз, он резко открыл дверцу и вышел на мягкую прохладную траву. Лошадь, увидев, что ее мольба наконец услышана, закружилась на месте, громко и протяжно заржала, а затем стремительно бросилась обратно в чащу берез. При этом она непрерывно оглядывалась назад, словно проверяя, идут ли за ней люди. Ее движения были лихорадочными, суетливыми, но исполненными абсолютно четкого указания. «Сюда! Идите быстрее! За мной!» Шагая за ней буквально по пятам, пробираясь сквозь густые заросли высокой полевой травы и низко нависающих ветвей, человек вскоре оказался на небольшой, скрытой от посторонних глаз поляне, освещенной косыми, угасающими лучами закатного солнца. То, что открылось его взору в следующий миг, заставило его сердце буквально сжаться от сострадания и жалости. Между двумя толстыми стволами белых берез, росшими невероятно близко друг к другу у самого основания, застрял маленький жеребенок. Бедный малыш, судя по всему, играя или убегая, попытался пробраться между деревьями, но застрял своим хрупким телом прямо в узкой развилке, оказавшись в беспощадной ловушке из живой древесины.
Он уже долго и безуспешно пытался вырваться на свободу, панически барахтался, но с каждым своим новым неловким движением лишь зажимал себя все сильнее и сильнее. Его маленькие тонкие ножки бессильно скользили по влажной траве, а сам он издавал такие жалобные, тонкие и надрывные звуки, что у любого человека от этого звука наворачивались бы слезы на глаза. Мать-лошадь беспокойно стояла рядом, непрерывно касаясь мордой его дрожащей, мокрой от пота спины. Она пыталась хотя бы так успокоить своего малыша, но ее огромная физическая сила здесь была абсолютно бессильна. Она прекрасно понимала, что может лишь случайно травмировать или ранить его, если попытается вытащить сильным рывком за шкуру или с помощью зубов. Жеребенок был смертельно испуган и истощен. Его маленькое сердечко колотилось так часто и сильно, что это было заметно даже издалека по дрожи на его боках. В его больших темных глазах читалась полная детская беззащитность перед лицом этого непонятного и сурового мира. Не теряя больше ни единой драгоценной секунды, мужчина уверенно бросился к попавшему в беду животному. Он прекрасно понимал, что любое промедление, лишний шум или неловкое движение могут испугать малыша еще сильнее или причинить ему серьезную травму. Подойдя вплотную к зажатому жеребенку, он первым делом ласково и тихо заговорил с ним, стараясь успокоить его своим низким, ровным и успокаивающим голосом. Заботливые руки человека мягко легли на влажную шерстку крохи, осторожно обхватывая его напряженное, дрожащее от усталости тело. Жеребенок сперва испуганно забился еще сильнее от неожиданного прикосновения, издав короткий и пронзительный крик. Но тепло человеческих ладоней, спокойствие и уверенная забота быстро сделали свое дело. Малыш немного утих, замер и словно инстинктивно почувствовал долгожданную поддержку. Фермер крепко уперся ногами в мягкую землю и, собрав все свои силы, аккуратно, но очень твердо приподнял маленького коня за туловище. Он бережно направлял его тело так, чтобы освободить зажатые бока и ноги из этого тесного, жесткого плена двух березовых стволов. Это требовало воистину ювелирной точности и большой осторожности. Буквально миллиметр вправо или влево, и косточки малыша могли больно удариться об твердую кору. Но многолетний опыт работы с животными в деревне и сильные, привыкшие к труду руки сделали свое дело. С тихим, глубоким вздохом облегчения мужчина качнул жеребенка вверх и слегка вперед, и в ту же самую секунду древесная преграда, наконец, опустила свою жертву. Жеребенок, мгновенно потеряв опору в тисках дерева, мягко шлепнулся на свежую, сочную, зеленую траву, но уже через долю секунды, осознав происшедшее, вскочил на свои тонкие и пока еще немного дрожащие ножки. Долгожданная свобода. Малыш радостно тряхнул короткой гривой и, выдав звонкое, немного испуганное, но невероятно счастливое ржание, тут же бросился бежать навстречу своей маме. Мать-лошадь, чья морда мгновенно преобразилась, выражая высшую степень облегчения, радости и материнского счастья, стремительно шагнула ему навстречу. Они сошлись прямо посреди залитой мягким закатным светом поляны. Они нежно соприкасались носами, жадно обнюхивали друг друга, тихо похрюкивали и как бы заново подлинно убеждались в том, что все самое страшное теперь осталось позади. Жеребенок крепко прижался к теплому родном боку матери, наконец-то почувствовав себя в полной и абсолютной безопасности. Фермер стоял чуть в стороне, тихо вытирая пот со лба и с молчаливым восхищением наблюдая за этой невероятно трогательной и чистой любовью. На его уставшем, но добром лице играла мягкая, умиротворенная улыбка.
В этот самый момент солнце окончательно и плавно опустилось за далекую линию горизонта, окрашивая вечернее небо в невероятные сказочные оттенки розового, багрового, золотого и глубокого синего цвета. Две прекрасные лошади. Счастливая мама и ее спасенная кроха бок о бок, легкой, грациозной и размеренной рысью неторопливо направились в самую глубь бескрайнего луга, постепенно растворяясь в прохладной вечерней дымке навстречу спокойной, тихой ночи. Человек долго смотрел им вслед, чувствуя, как его собственная душа наполняется удивительным, редким теплом и глубоким смыслом. Он твердо знал, что этот обычный вечер подарил ему нечто несравнимо большее, чем просто очередной день жизни. Он подарил ему напоминание о том, что искренняя доброта, вовремя протянутая рука помощи и способность сочувствовать чужой беде способны творить настоящие тихие чудеса, делая наш большой мир хоть немного светлее и добрее для каждого.